Говорят, что пустыня всегда являлась тем местом на земле, перед которым люди испытывали страх. А еще пустыня – это живое существо, которое может либо принять вступившего на его территорию странника, либо нет. Все зависит от характера и настроения обеих сторон. Салам алейкум всем из солнечного Узбекистана. Меня зовут Ойбек Зухуров. И я сейчас нахожусь на границе с Узбекистаном и Туркменией, между двумя легендарными пустынями Кызылкумы и Каракумы. И недалеко от меня находится водоем, в простонародье который называют соленым. И как всегда, по традиции, я приехал с друзьями сюда, которые уже вооружились снастями, различными прикормками. Так что не будем тратить время. Погнали! Пустыня Кызылкум живет. Она живет в ветрах, которые каждым своим порывом изменяют ее лицо, создавая таинственные и красивые пейзажи. Она живет в изменяющихся цветах и образах дюн, в ослепляющем свете или бесконечности горизонта. Образ пустыни дает понятие о вечности, незрачное и однообразное с первого взгляда. Она дарит откровение и посещает тайны тех, кто умеет ее слушать. Здесь каждая песчинка говорит своими словами. Узбекские озера и реки комплексы – это жаркая погода, песчаные острова и естественное разнообразие водных обитателей. Собственно то, зачем многие рыбаки съезжаются сюда. Каракыр – это редкая жемчужина среди озер Узбекистана. В самом названии этого водного резервуара зашифрованы его удивительные особенности. Кара – это черный, кыр – степь. Это озеро состоит из 3 отдельных систем. Общая площадь составляет 12 тысяч гектар. Максимальная глубина озера 5-8 метров. Средняя глубина до 4. Летом за счет испарения большая часть водоема высыхает. Вот и наше озеро. Да, в 2006 году последний раз мы здесь были. Это сколько прошло? 15 лет почти. Нет, 15. Ну, помнишь, как здесь мы жерехов ловили? Как Дима с лодки. Это первая... Да, это моя первая рыбалка была, если помнишь. Первая удочка, первая катушка. Первая Первая катушка. В магазин поехал, сразу купил катушку. А как он с лодки упал, я помню хорошо. Да, это Ну, никто не ай. забудет. Ну тогда было прохладно, если помнишь, да? Ну да, это. Ну, октябрь месяц. 22 месяца это было. Ну, жерех здесь хороший, крупный был. Замечательное озеро, шикарное. Ну вот приехали, посмотрим, ребят, что мы здесь поймаем. Да. Ностальгия. Говорят, жерех здесь, конечно, отошел, но, правда, и время не его сейчас. Да, не очень. Ну, говорит, сазан здесь бьет хорошо. Ребят, пусть будет день добрым, а место известно. Точно? Половим, Начнем рыбалочку. увидим. Прибывая на Каракыр, испытываешь неуемный восторг. С одной стороны, скудная пустыня Кызылкум, но с другой – синяя водица, которая так и радует глаз. На Каракире водятся крупные сазаны, толстолобики, караси и другая белая рыба. Из хищных встречаются змееголов, жерех и, конечно же, хозяин глубинных ям – сом. Рыбалка – это не только красивая природа и свежий воздух. Это нечто большее. Это то, что не всегда возможно описать словами. Очень часто именно на рыбалке происходят настоящие чудеса, в которых человек так и нуждается.
Список этих чудес просто безграничен. Он полностью зависит от внутреннего состояния человека. Одним людям рыбалка дарит решение всех их проблем, другим – отдых, хорошее настроение и самочувствие, а третьим помогает знакомству с другими рыбаками. По-настоящему радует то, что вся эта благодать доступна абсолютно каждому. Есть что-то, кто-то сидит там. Ну, что-то небольшое вроде. Или амур это? Сазан. Темный, да? Темный сазан. Вот дедовский метод работал. Вот такой сомик у нас. Дедовский метод, да? Да, нарезку сработал. Так что здесь рыба есть. Не обязательно иметь с собой такие удочки, да? Снасти. Современные. Вот такие. И пожалуйста. Сомик темненький, красивенький. Отпустишь его? Живет, Давай да? отпустим, конечно. Че, маленький. Ребят, мне удалось познакомиться с местным егерем Черзолом. Черзол, расскажи об этом водоеме. Территория нашего дикого соленого озера составляет 220 гектар. И в основном на диком озере обитает из белой рыбы толстолоб, белый амур, сазан, а из хищной это сом, жерех. И в целом они питаются естественной озерной пищей. Обычно на них рыбачат с июня месяца по сентябрь. В этом диком озере рыба клюет в основном на червя, а иногда на кукурузу. Резку делаю. Сазанчика поймали одного. Вот раскромсали его. На вечерочку. Говорят, сом хороший здесь гуляет. Посмотрим. Но это на самят. На сазанчика будет, конечно, помельче. Вот на сазанчика будем ставить нарезку. Мельче. Ох ты, есть. Есть поклевка? Дикий есть. Травы много, конечно, здесь. Вот я боюсь, чтобы он зацепа не было. Один крючок у тебя? Один крючок.
А он как раз он чуть зацепился. Опа. Утренняя поклевка тоже удалась. Да. Под килограммчик есть. Вот. Ну, Держи что, ребята, свой, вот свою рыбку. каракельский сазанчик. Темненький. Неплохой. Ну, под килограмм где-то. Тоже нарезку. Тоже нарезка. Тоже нарезку. Но рыбалка у нас продолжается. Дальше будет видно, что поймаем мы еще. Ну, жереха так мы еще здесь и не видели. Пока. Немного порыбачив, нас пригласили на обед на базу отдыха. Редко увидишь в самом сердце песков Узбекистана такие охотничьи базы. Сама дорога к нему – это целое приключение среди красот узбекской природы. Этот объект включает в себя зону отдыха, коттеджи, юрты, беседки, летние террасы для отдыха в кругу семьи. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Хозяин базы любезно показал нам свои владения и пригласил нас за стол. Ведь не зря гостеприимство в Узбекистане является одной из самых прекрасных, достойных уважения национальных обычаев. Солнце показало свои последние лучи, и мы решили приступить к приготовлению вкуснейшего блюда. Вот и наступил самый вкусный и изумительный этап нашей программы. Это восточный дастархан. И со мной сегодня мой друг, опытный рыболов и большой знаток восточной кухни Дмитрий Ганин. Дима, что мы сегодня будем готовить? Сегодня мы решили плавно перейти с узбекской кухни на персидскую. И приготовим афган-кабоб. Для этого у нас есть казанчик афганский. Ингредиенты: мясо, баранина, пару кило, лучок, специи, наши местные специи, те, которые дадут вкусу, аромат. Нашему блюду. Да, нашему блюду. Ну, предварительно мы сейчас все подготовим. Лучок настругаем, мясо подготовим. И начнем потихоньку готовить наше блюдо. А тебе мелкий его сделать или покрупнее? Как? Не, ну можно покрупнее. Можно Не покрупнее. слишком толстый, конечно, но так, средненько. Дима, часто дома готовишь? В казане, да, часто готовлю. Ну, не только баранину, и говядину готовим. Получается очень мясо нежное. Мы все нарезали, нашинковали. Сейчас будем накладывать. Да, сейчас приступим к укладке нашего казанчика. Вообще процесс приготовления как это все будет? Ну, здесь получается большое давление. Ага. Ну, как закон физики, да? При давлении мясо будет тушиться в собственном соку. Да. Это будет намного вкуснее, чем, например... Намного, да. Ну, здесь практически масла не будет. Вообще нету масла здесь. Здесь будет свое мясо, Правильно. которые жировые складки дадут нам сок. И сок даст нам еще лук. Больше туда мы ничего положить не будем. Все понятно. Да, поэтому сейчас мы начнем потихоньку укладывать. Ну, первоначально берем лучок, засыпаем его в дно, покрыть
слегка. Мгм. Слегка покроем. И будем ложить жирненькое мясо вниз. Жиром вниз. Понял. Для того, чтобы оно у нас первоначально дало хоть какой-то сок. Кстати, знаешь, самая вкусная рыба в Узбекистане это баранина. Об этом знал? Да, это, конечно. Но при этом будем ложить слоями, не забывая посыпать солью. И приправы. Да, и приправим обязательно. Все ложится слоями, для того, чтобы лучок нам тоже даст сок свой. Замечательно, замечательно. Ну что, мы заполнили наш казанчик мяском, Мгм. добавили специи. Теперь мне потребуется немножко воды. Вот тебе водичка будет? Да, для того, чтобы он нам дал немножко соку. Чуть-чуть буквально, да? Да, немного, ну, пиалушечку где-то мы Пиалушечку. налили, да. Теперь если будем его закрывать, наш казанчик, и ставить на огонь. Кстати, огонь у нас уже готов. Да, огонь у нас уже готов. Закрываем его. Сильно перетягивать не будем. Вот и все. Пора ставить его Пошли. на огонь. Ну что, огонь разожгли. Да, я уже все приготовил для тебя. Ну вот мы ставим казанчик на огонь наш. Через сколько он будет готов? Через часик будем снимать Всё. наше вкуснейшее блюдо. Ну что, прошел час, ребята, наше блюдо готово. Возьмем казан и будем доставать наше миску. Ну что, ребят, вот наш казанчик. Сейчас мы спустим воздух. Отсюда тоже будет? Да, отсюда тоже мы спустим. Давай тебе вилочку дам, пожалуйста. Сливочку дай мне. Пока не спустится полностью воздух, там большое давление очень. Поэтому надо дождаться, чтобы воздух весь спустился. А потом уже будем открывать и доставать наше мяско. Слушай, а какой запах стоит, а? Вкусно. Но наши специи дают о себе знать. Для жителей Средней Азии нет ничего удивительного в приготовлении хорошего куска баранины. Мы прекрасно знаем, что с ним делать и как мариновать, чтобы в итоге получилось вкуснейшее блюдо. Поверьте, оторваться от этого блюда будет невозможно. Ребят, посмотрите на это мясо. Аж кости отделяются, смотрите сами. Вот. Даже их отделять не надо. Мясо очень нежное Да, получилось. мясо очень нежно. Вот, я хотел тебе еще сказать, Бики, если мы бы еще часок бы подержали бы его, наши косточки бы стали тоже мягкие-мягкие, как мясо. Добро пожаловать нашему щедрому восточному дастархану. Приятного аппетита, ребята! Рыбалка дает возможность побывать в тишине на природе, попытаться стать с ней единым целым, по-особенному почувствовать утро или вечер, увидеть восход и закат и ощутить, как летит время нашей суетной жизни. Подожди, хай, будет он. Не видите. А что ты хочешь, хоть залезешь, что ли? Сейчас у Димки была поклевка. Ну, рыба. Да, по-моему, в камыши он зашел. Сейчас он хочет раздеться и зайти. Так, еще поклевка, да, кажется, нет? Ну, это малыш, Дим, отпусти его. Отпустить надо. Давай, я. Вот малыш.
Иди, малыш, гуляй, расти. Давай. В такой атмосфере так и хочется разбить вечерний костер и ночевать под открытым небом удивительной красоты. Саменок у нас, Дим. На, подержи его. Красава? Да, малыш. Ну ничего страшного. Вот, ребят, Саменок у нас сегодня. Малыш. Жарюку с него. Да хватит уже жарить. Давай отпустим. Давай, давай. Отпустим. Не примеклись, я больше в воду не полезу. Сорвал. Да ну. Нету? Есть что-то сидит. Малыш опять, кажется. Что-то тебе сегодня карандаши попадаются. На лягушку? На лягушку, Дим? Опять малыш. А лягушка его. Отпустим, конечно. Отпусти, пусть растет. Блин, я не понимаю, как в такую пачу может залезть такая лягушка. У нас еще перемет стоит с тобой, слушай. Перемет хороший стоит, честно Да. говоря. Мы его утречком поднимем, да? Вытащим. Видишь, как пусиками. Большую лягушку надо сажать. Маленькую видишь и мелочь. Дербань. Большому куску родра. Да. Такие у нас санята здесь. Не как трофейные, а такие Малыши детский малыши детский сад. Ладно, отпустим, да? сад. Годовалый, да, кажется? Наверное. Отпусти, пустите. Очередная поклевка сейчас. Вообще был зацеп, а вот Юрка поплыл туда, сейчас освободил его. Говорит, что кто-то сидит. В рыбалке для нас самое главное – это положительные эмоции. Самят мы ловили на протяжении всей ночи. Рыбалка получилась классная. К сожалению, крупных экземпляров нам поймать не удалось, но это была великолепная поездка на озеро Каракыр. Ловите рыбу, делитесь эмоциями и обязательно отпускайте рыбу на волю. Пусть они продолжают нас радовать как можно дольше. Никогда не отчаивайтесь, и ваш солидный улов вас найдет. Главное – верить. Thank you.